Это история о женщине, потерявшей право быть матерью, но не потерявшей способность любить, и о мужчине, у которого было все, кроме времени для сына. Записка лежала на комоде в детской комнате, рядом с наполовину выпитой бутылочкой молока. «Я не могу больше. Не ищите меня, Линдси. Больше ничего». Пустая комната и отчаянный плач полуторагодовалого Джейка. Карла Дженкинс работала уборщицей в доме семьи Хартманов в Майами уже 3 года. Она привыкла быть незаметной, приходить рано, работать тихо и уходить, не привлекая внимания. Но сейчас, стоя перед кроваткой Джейка, все правила казались бессмысленными. Мальчик протягивал к ней руки, покрасневшие от плача, с мокрым подгузником и грязной пижамой. Хозяев дома не было 4 дня. Мистер Хартман улетел в командировку, а домоправительница миссис Брукс уехала по личным делам. Карла знала, что нельзя трогать ребенка без разрешения, но оставлять Джейка в таком состоянии она не могла. Она аккуратно переодела малыша, напоила молоком и, поняв, что ему нужно купание, нашла выход – кухня с глубокой раковиной. Медленно, осторожно она поместила Джейка в теплую воду, напевая тихую колыбельную, которую помнила еще из детства. Ребенок постепенно успокоился, прижался к ней плечом и затих. Именно в этот момент вернулся мистер Хартман. Он застал Карлу с мокрым ребенком на руках и раковину, полную воды. Гнев и удивление читались в его глазах, но когда Джейк, вместо привычного страха перед чужими, снова уткнулся в Карлу, мужчина замер. Домоправительница пыталась оправдать произошедшее, но правда была ясна: няня Софи ушла навсегда. Карла объяснила, что не могла оставить ребенка одного, грязного и голодного. Она вспомнила свою дочь Лору, которой 2 года назад лишилась опеки, и как ужасно чувствует себя ребенок, когда остается без внимания. Хартман молча наблюдал, как Джейк крепко держится за Карлу, не желая идти к другим взрослым. За 3 года жизни мальчик сменил множество нянь, но ни к одной из них он не привязывался так, как к уборщице, которая заботилась о нем не по обязанности, а по сердцу. После долгого молчания мистер Хартман тихо сказал: «Отнесем Джейка в детскую, а потом поговорим». Карла аккуратно уложила ребенка, и впервые за весь день он выглядел спокойным. Мужчина впервые действительно посмотрел на нее и увидел не просто сотрудницу, а человека с природной нежностью, способного заботиться о ребенке так, как никто другой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.